Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Меня зовут Ирина. Всем привет из Севастополя. Цель эксперимента – это пышное цветение орхидей. Вот они перед вами. Я считаю, что мама достигла своей цели. У нее получились прекрасные букеты в этом зимнем цветении. Немного информации, в чем же заключался эксперимент. Осенью, когда орхидеи стали проклевывать новые цветоносики, мама вскрыла почки на старых цветоносах. Вскрыла просто ногтем. Ничем потом эти почки не обрабатывала, оставила все как есть. Какие были условия на тот момент? Это оказалось важно, потому что были последователи маминого эксперимента, и у кого-то получилось, а у кого-то нет. На тот момент была очень хорошая влажность в квартире, до 60%. Центральное отопление еще не включили, поэтому температура колебалась в районе 21-22 градусов. Были пару цветоносов, которые не продолжили вскрывшиеся почки свои развивать, потому что они уже были староваты, то есть такие более грубые и не свежие. То есть хорошо откликаются на это дело свежие, сочные, старые цветоносы. И, конечно, период, когда орхидея сама вступает в стадию цветения, весь ее организм настроен на это, и поэтому у мамы все получилось. Что еще можно сказать? Цветоносы основные, новые, короче получились, чем, допустим, они были в предыдущем цветении. Орхидея распределила силы на эти цветоносы и на те, которые получились из почек вскрытых. Но в этом есть и плюс, что цветонос короче основной, и два цветоноса новых короче, плюс два цветоноса, 3 от этих почек, и пышный букетик вам готов. Плюс мама в этом году наладила формирование цветоносов, и вы видите, как прекрасно у нее смотрятся стеллажи с орхидеями. О формировании я рассказывала, есть видео. Если кто впервые на канале, посмотрите предыдущее видео, я там все подробно рассказала. Еще один положительный результат, что вот эти цветоносы из скрывшихся почек, они зацветли раньше, чем основной цветонос. И тем самым вы продлеваете цветение орхидеи. Зацветают сначала эти цветоносы, потом подключаются новые цветоносы, и вы любуетесь дольше. Стоят орхидеи у мамы на стеллаже. На стеллажах у нее лампы Юниэль 30 Вт. И стоят орхидейки на комоде в другой комнате. Там также 30 Вт. Ну и плюс еще солнышко, как бы западное окно чуть-чуть, да, касается. И с этой стороны восточное окно, но стеллаж стоит далековато от окна, там еще балкон, ну, совсем немножко солнца. В основном орхидеи на искусственном освещении. Отопление центральное, температура в среднем помещении 24-25 градусов. Влажность у нас нормальная, в районе 50%. Увлажнителем мама не пользуется.
Влажность у нас естественная, так как город у нас приморский, поэтому влажность у нас всегда в районе 40-50% круглый год. А, естественно, если дождливая погода, сырость, то и выше. У мамы в этом году орхидеи зацвели дружно, практически одномоментно. Удивительно, что мы находимся в одном городе, а у меня орхидеи как зацветали не дружно, и вот как-то сейчас вот только-только-только начинают массово распускаться. У меня в квартире прохладнее, чем у мамы. Вот я говорю, у нее даже жарковато, 25, возможно, вот орхидеи быстро-быстро и распустились, то у меня где-то в районе 23-23,5 градуса попрохладней. Поэтому вот орхидеи распускаются медленней. Вот такой замечательный эксперимент и результат его. Сейчас орхидеи на пике, прям самом-самом, потому что вот вы уже заметили, что стал серф-сонг отцветать, первый цветочек. А вот Клеопатра, красоточка, еще бутончик раскрывает. И сейчас я вам подробно расскажу про две замечательные пышно цветущие орхидеи. Перед вами Карина или Азиатский закат или Golden River. Куплена она была взрослой, цветущей орхидеей, пересажена. Сейчас она растет в двойном горшке, имеет хорошую розетку и корневую систему. В целом, эта орхидея цветет постоянно. Доцветает, доращивает, но вот пик ее цветения – это зимний, и перед вами прекрасная Карина на 4 цветоносах. Получается 2 цветоноса новых, а 2 цветоноса из почек, которые мама вскрыла вручную. Эти цветоносики дали небольшое количество цветочков, вот 3-4, а основные цветоносы побольше. Помните, были леса из проволок, мама их разводила, загибала, в общем, провела такую творческую работу по формированию цветоносов. И получилась такая прекрасная композиция. Следующая красавица, я ее называю Дурбан, но вот эти вот выбеленные усики от колонки теперь меня смущают, эти лучики. Эти лучики характерны для орхидеи жемчужина императора. У кого есть орхидея, подскажите, права я или ошибаюсь. Впервые в жизни орхидея процвела пилором. Один цветонос у нее с одной стороны пилор полностью, с другой стороны 2 цветочка наполовину и 2 последних полностью пилоричны. Она уже 2 года назад пыталась стать бабочкой. Есть на канале видео, где вот первые 3 цветочка у нее с мутацией. А потом она процвела стандартно. А в этом году она нас сразила с мамой вот такой шикарной мутацией. Растет она в двойном горшке, и мама увеличила ей горшочек, чтобы приучить воздушные корни к посадке. На этом буду заканчивать это видео. Благодарю всех за внимание. Следующее видео я уже запланировала и отсняла материал. Будет также показан мой эксперимент покупки цветущей орхидеи на Вайлдберрис. Приглашаю всех в гости. Желаю вам здоровья, добра, благополучия и всего самого-самого доброго и хорошего. До новых встреч, до новых видео.